Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Суба. Сегодня будем играть за краба Эрлу в этом модном скине мистера И. Или мистера И, не помню, как он называется точно. Ну, в общем, выглядит он офигенно. Сегодня будем разваливать. Да, у него и такой, видите, блин, как-то цепочка в виде зуба, да, там. Все дела, самый жесткий гангстер в зубе получается. Ладно, отправляемся в командные бои. Сегодня такая сборка будет. В принципе, ничего особенного, там, выживаемость и... на команду немножечко. Конечно, можно было взять сандали святого и сделать очень важную вещь, когда вы играете рядом с водой. Вы можете притягивать в воду противника. И это будет давать серьезное преимущество. На самом деле. Почему? Потому что, ну, представьте себе, вы можете притянуть кого-то в воду, а это сразу минусанет. Это сразу минусанет... блин, какой дерзкий баг. Это сразу минусанет этот, как его? Блин, две косточки, офигеть. Это сразу минусуют противника одного. Если вы его в воде убиваете, то другим противникам, точнее не противникам, другим игрокам нужно будет идти и спасать его, да? А в воде они ничего не могут сделать, ну большинство, да, если играть в Сандали Святого. Хотя на высоких рейтингах на почти все играют в Сандалями Святого в командных боях по одной простой причине, ну потому что это важно. Потому что там всегда подвижность очень сильно решает. Ну так, в общем, возвращаемся к чему. На невысоком рейтинге, в принципе, эта штука работает и позволяет вам, ну, считать и минусануть даже сильный сквад. Потому что они пойдут его спасать, а вы за счет того, что они пошли его спасать, убьете его. И это круто. Это даже очень круто. Итак, как всегда, фризы какие-то непонятные. Из откуда они берутся, я тоже не пойму. Я сейчас специально просмотрел все. Так, я сейчас от команды отошел. Немножко хамелеончика подбахаем. Блин, его слишком оттолкнули, я не успел подлутать даже. Блин, я аптечку залутал не вовремя. Ну ладно, это еще не важно. В принципе, не важно, но да ладно. Побежим пока что вот так вот. Хочу сразу кого-то притянуть. У нас Луи тут бахает. Ну, хамелеон сам виноват. На самом деле. В этой ситуации только виноват только хамелеон. И больше никто. Как ни странно, да? Залутаем аптечку сейчас. Бочку, стенку поставим тоже. И погнали вперед. В принципе, наша команда более-менее адекватная осталась. Никс у нас молодец. Я вообще почти ничего не делал. Они сами, знаете, ходят, все убивают. Вот так вот иногда помогают только. Дабл дробовиком, конечно, красиво. Только что Бака шотнул. Не ожидал он такого действия. Опа, Никс. А что такое? Тоже не ожидал. Бывает, бывает. Похилимся, там сейчас Ник залутает аптечку, по идее. Ну, лутайте аптечку кто-нибудь, молодцы. Так, ну, Луи у нас что-то пошел вниз. В принципе, тут уже не важно, как мы ходим. Я думаю, мы тут всех развалим. Мне кажется, тут уже не осталось полных складов против нас. Хотя у нас у самих склад не полный. Блин, нет. А что мне только что-то кинуло? Как-то очень странно все выглядело. Ну да ладно. В принципе, не важно. Соседи до сих пор сверлят. Любители посверлить, да. Ненавижу их за это. Как мне нравится. Так, а ну попаду, как вы думаете? Попал. Жесткий. Че ты там, Никс, гоняешь Никса? Да блин. Ну видали, какой красивый шот? Там, короче, я, получается, кидал копье наперед. По идее, ну, не копье, этот хук, да, свой. По идее, должен был попадать. Ну как-то тут все изи, неинтересно. Хотелось махача, а ничего не получилось. Обидненько. Даже сейчас он, видите, даже не дает побахать. Хотя, смотрите, кстати, какой жесткий хамелеон, да? Блин, меткий, конечно, я. Не то слово. Давай сюда, хамелеош. Куда собрался, братиш? Как жизнь, куда бежишь? От проблем бежишь, да? Не так нельзя. Блин, вот немножко рановато я все-таки сделал. А, блин. Ой, я, короче, кнопки тыкаю просто не пойми куда. Ну, блин, это хамелеон на льду, у него слишком большая скорость. Ты пытаешься тыкать в одну сторону, там микродвижение, все, он уже там на километр в другой стороне. Ты такой, ну да, ну да. Ну и как бы вот. Еще наперед, знаешь, стараюсь тыкать, чтобы попадать, а беру слишком большие упреждения, и из этого вот это все получается. Ну ладно, в принципе, первая победка готова. Погнали сразу во вторую победку, да? У нас не бои, у нас только победы. Правильно? Правильно. Опять же, все зависит от команды. Адекватно нет. Просто двое челиков стоят, ничего не делают. Адекватная команда, чё?
Адекваты. Адекваты. Вот если сейчас бота золот... У нас бобер сейчас умрет, кстати. Если чё. Блин, не успею, наверное, да? А что это такое? Что это за место? Почему я сейчас только что пытался притянуть, не смог? Или копьем я там бахал? Не помню уже. А ты, ну что не убегают? Ну, хотя бы Никса успел добить. Сойдет. Надо сейчас аптечки лутать, и без аптечек мы не сможем затащить. Поэтому бахаем копьем вверх и побежали. Вот видите, кстати, убил я Никса, теперь его все пытаются резать. Из-за этого команда вся проигрывает. Понимаете, в чем прикол, да? Пингвин Фази, конечно, топово сейчас сыграл. Надо сейчас Джейд помогать. Доставать здесь противников. Так, ну, в принципе, норм. Ну, вот видели, миллиметр. Ну, что это за бред был? Я побежал, попробую сейчас спасти хамелеонша нашего. Ай, ну... Жираф, как же ты бесишь? Вот я тебя тогда не притянул, ты думаешь... Гляньте, сколько урона залетает, офигеть. 2 выстрела без сводки кинул. Че, самый умный, да? Че, Жираф, самый умный, доигрался? Все? Все, теперь уже не такой умный, да? Не, ну просто 2 выстрела без сводки мне закинул, офигеть, ну. Реально офигеть. Будем ждать сейчас хилку, потому что мне хилка нужна. Остальным не знаю, нужна, не нужна, но мне нужна. Куда ты, Никс? Что? 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 Не вы это видели, а? Какого? Просто впритык. Оно даже, знаете, оно бы мне кинуло, как бы это сказать, я там 100% попадал. Почему? Анимация сработала так, типа оно достало, то есть дальше анимация не пошла. Ну, конечно, лук только что просто взял напрямую, промахнулся. Просто минус Никс гений. Блин, баг не вовремя залетел. Да какого фига? Сейчас бака нужно будет словить. Он пока что... Этот гений просто сидел в кусте, понимаете? Он просто сидел в кусте, ему было пофиг на то, что союзники везде дерутся. Он просто сидел в кусте секунд 10. Ай, ладно, по поводу притяжки вот этого Никса, которого где-то тут вот тут притягивал, да? Оно бы кинуло мне притяжку на фулл дистанцию, но оно не кинуло притяжку на фулл дистанцию. А это означает только то, что я достал до противника. Логично, да? Но Никс не перетянулся. Тоже логично очень. Логично. Да, блин, стенки бесят. У него еще легендарный лук. Ну да, типичный Никс, который забрал у 13-го Никса легендарный лук. И все такое. Ну, кстати, нормально. В этот раз даже притянул как-то чуть получше, чем в прошлый. 2 победки, если что, ребят. Изи. Изи 2 победки. Подряд. Машина? Машина. Просто взял другой скин. И сразу победки пошли. Вот так вот это делается. Играйте на правильных скинах, и у вас будут тоже одни победки. Но опять же, сейчас мы отправимся в следующий бой. Помолимся, что у нас будет прекрасная команда, да, богу урона. Богу зубы, да. Тут нужно молиться. Итак, что она за команда? 14 Никс. Не, ну это успех. Никсик, нужна помощь нашим союзникам. Лутай давай. Лутай, погнали, 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 погнали. А то наши друзья тут вообще ни о чем. Полумертвые. Блин, я похилился, я сейчас умру. Я выжил, мы убили льва, офигеть, офигеть. Льва, главное не дать резнуть, главное не дать резнуть. Ух, как же жестко, как же жестко. Так, притягиваемся к ботика. Хилимся. Блин, они льва резнули. Сейчас он всех шотнет здесь. Не шотнешь, лев. Блин, я промахнулся, это плохо. Это очень плохо. Притягиваем этого, чтобы он не мог резать. Фух, резаем бака. Фух. Мы выжили. Я специально не резал этого бесполезного Никса, но как бы зачем нам 11-й Никс, правильно? Жесть, как же было эпично.
Этот 17 лев это, конечно, проблемка. Но за счет 14-го Никса, за счет Акула и за счет меня мы очень быстро его шотали. И это прям было жестко. Блин, я куда... Вот куда сейчас... Вы видели, да? Я же кинул. А куда оно попало? Куда оно попало? Бочка, ко мне. Долго живущая бочка, можно так это назвать. Вот видите, на ходу прям попадаю. А зато этой штукой фиг попадешь. Точнее, фиг она сработает. Так, ладно. Как интересно. Интересно, ресни мне баг? Да, ресни. Опа, Никсик, домой. Сюда, ко мне. Хамелеончик, сюда. Так, резаемся, все нормально у нас. Все хорошо. Сейчас, походу, я умру. Ой, какой же у нас Никс бесполезный вот этот вот 7 уровня. Хотя... Блин, а кто убежал? Бак убежал. Вот этот Никс, видите, 13 уровня. Он у них, ну, помимо Бака, как жесткого с легендарных боевиков, он у них почти бой затащил. Я допустил очень много ошибок, это первое. Ну вот этот Никс, вот, заметьте, у них была команда из 5 адекватных игроков, у нас Никс и Бак. Не, ну Бак один раз у меня залетел, спас. Возможно, он ушел, когда уже понял, что все, это кобыла, типа... Хотя у него 2 аптечки. Какого фига он уходил? Да, непонятно. Плюс непонятно то, что почему нам вот... Сколько мы бегали по карте, да? Нам за все это время не выпал ни один Точнее, блин, легендарный дробовик хотел сказать. Ни один дробовик нормальный. У нас был стандартный дробовик. И вот, мне кажется, по этой причине у нас в основном и проседали мы по дамагу, потому что, ну, просто не достать было дробовиками, да, противника. Хотя я там и Никса вытянул, и Хамелеона вытянул, то есть -2 мы сразу сделали, то есть было все изи. Но из-за Никса, который не помогал нам с 7 уровня, из-за Бака, который тоже вот сбежал просто-напросто, мы и проиграли. Обидно, обидно. Противники против нас дрались до конца, и это им принесло победу. Ну что ж, вот такие вот игроки сегодня нам попадаются, ребятки. Вот такой вот Crab Barrel, в принципе, жесткий. Чуть-чуть побольше надо на нем поиграть, привыкнуть, и тогда вот такие ситуации, где вы будете умирать, они просто исчезают, и вы начинаете тащить прям нереально. Это все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.